Друзья, всем привет! Это Саша, сама преподаватель вокала! И мы сегодня с вами собрались по очень классному поводу обсудить новую вокалистку Linkin Park. Давайте сначала послушаем, потому что хочется быстрее обсудить, быстрее послушать, а потом мы с вами поговорим обо всем. Итак, погнали. Да, песня называется Emptiness Machine, The Emptiness Machine, абсолютно новый трек Linkin Park с новой вокалисткой Эмили Армстронг. Just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Я не хочу прерывать, но это очень релиф в такой момент. Очень Linkin Park. Emptiness machine. Go girl, go! Окей. Запоминаем. Вы уже понимаете, да, почему я радуюсь? Girl! Не хочу прерывать, давайте дослушаем. О, я вся в мурашках. Боже, как я люблю эту технику, как дом родной. Очень красиво, подруга. Ladies and gentlemen, that is Emily Armstrong. Make some noise. Друзья, ну что, давайте теперь говорить. Мы сейчас подробнее будем возвращаться к Эмили, потому что, конечно же, она у нас звезда вечера, да, она у нас звезда вообще последних новостей. Весь мир просто сошел с ума, все фанаты Linkin Park и хейтеры Linkin Park проснулись и такие, давайте хейтить. Я выложила парочку рилсов и шортсов на эту тему, друзья, и как же сильно я получила этот отклик от вас, получила ваше мнение. В запретграме вообще какой-то сплошной хейт полился на Эмили. Ну что, давайте разбираться. Давайте мы с вами поподробнее разберем ее вокал. Поподробнее разберем трек. Ну, во-первых, трек очень такой radio edit, you know, такой прям очень понятный, простой, супер простая структура, супер простая форма. В принципе, у Linkin Park редко бывают какие-то усложненные вещи, они, конечно же, бывают, но вот мне кажется, да, чтобы залететь, как бы открыть дверь с ноги, нужно было что-то такое вот понятное, знакомое, со знакомыми гармониями, со знакомыми ходами, и эта песня
прям вот категорически вот Linkin Park, да, то есть вот их самые стереотипные вещи, которые можно сказать о Linkin Park, здесь есть. Что касается аранжировки, да, то есть вот эти вот бочка, рифы, это все прям вот они сами себя сыграли, да. Мне, честно, трек понравился. Я знаю очень много песен Linkin Park. Сказать, что я какой-то лютый, сумасшедший фанат, я не могу сказать, но я слушаю Linkin Park и всегда слушала, да, может быть, не все, но это нормально. И, конечно, я бы пошла на концерт, если бы могла. Основываясь на комментариях, которые я получила, которые я читаю, мне очень интересно, я ничего не удаляю, я вижу, значит, такие мнения, да, которые расходятся о том, что она орет, она хриплая женщина, она не поет как Честер, она просто женщина, и это неправильно, да, по мнению некоторых комментаторов. Кстати, меня очень смущают комментаторы женского типа, которые пишут подобные вещи, но ладно, опустим пока что. Есть претензии, что она слишком много экстримит, есть претензии, что она как-то неправильно экстримит, я постоянно вот это читаю на горле, вот это вот и все такое прочее, да. Я не смотрела обзоры своих коллег, может быть, только западных я кого-то одного посмотрела. Если смотрели, напишите, пожалуйста, насколько мы с коллегами совпадаем, напишите в комментариях. Но, друзья, я что могу сказать на первый взгляд, на первые прослушивания? У меня сложилась картинка, да, то есть у меня сложился ее вокал с Linkin Park, и мне это очень гармонично вот на первый слух. Во-первых, мне такой тип вокала безумно близок, потому что я сама пою ровно такой же техникой, да, то есть для меня, я вот когда слушала, сказала, для меня это дом родной, да, вот если давать такую честную реакцию, мне крайне сильно понятна эта техника, мне понятен этот эффект, и давайте, если начнем с экстрим-вокала, да, то это фраевая история, это... Она достаточно плотно смыкает. Чистый звук, где-то белл, где-то микс, но микс такой уплотненный, да, то есть микс основанный в сторону толстого смыкания, а не тонкого. То есть не совсем там это какие-то головные тонкие звуки, нет. Плюс, да, очень суженное преддверие гортани, классический такой альтернативный звук. И, кстати, могу сказать, что в этой технике, меньшинство артистов работает, на самом деле. Потому что фрай сложнее, как мне кажется, да. Фраевая история, вот если брать какие-то очень базовые вещи, в своей базе фраевая техника не очень простая, особенно если ты именно певец ртом, если ты певец в чистые ноты, да. Почему очень многие экстрим-вокалисты, которые, например, именно экстрим-вокалисты, не вокалисты, да, а и экстрим-вокалисты, они больше идут в продувную, фолс-хорд или в какую-то гибридную какую-то историю. Они не идут, потому что именно вот в этой истории, и что требовалось от Linkin Park, что требовалось от Честера, да, это пение с большим перегрузом, kind of screaming, да, то есть такой вот, типа, ты поешь, но при этом как будто бы кричишь. Почему у людей это вызвало такое отторжение, я не понимаю, но опять же, я все-таки полагаюсь на то, что людям, которым нравится, они просто ставят лайк и проходят мимо, а тем, кому не нравится, они как раз-таки вот активно высказываются там о предательстве, о том, что типа это как мама привела отчима домой. Да, ребят, камон, релаксните вообще. Ну, то есть я, короче, скажем так, я к этому не отношусь настолько, знаете, вот серьезно, чтобы прям об этом загоняться, да, то есть я, да, вот так случилось, да, ребята хотят продолжать. То есть я вообще никак не осуждаю, мне крайне приятно это слушать. У Эмили достаточно высокий голос. И, конечно же, тональность взята выше. Есть какие-то сейчас умельцы уже сделали там искусственные интеллектуальные версии, значит, как бы Честер это спел, да, и там вот как-то это все не очень по мне ложится, потому что, да, его голос настолько высоко никогда, да, он не включался, не звучал в Linkin Park. Тем не менее, можно спокойно представить, как он поет эту песню. Друзья, техника Эмили максимально идентична с техникой Честера. Голос Эмили местами критически похож
просто в женском обличии, да, вот если так вот именно из того, что я сейчас услышала, и вот так сильно не углубляя, сейчас не повторяя какие-то кусочки, да, голос Эмили очень сильно похож и манера очень сильно похожа. Я посмотрела интервью, которое давала группа, первое такое совместное интервью, и действительно мои рассуждения, они подтверждаются тем, что Эмили... Она не подражает Честеру, но она попыталась максимально деликатно снять все моменты важные песен, да, то есть она не ломала структуру песен, она не меняла мелодические линии вообще, ничего не было переделано толком в вокале, просто как будто бы его перепела женщина. Не как будто бы, а так и есть, да. Единственное, вот я, кстати, тоже выпускала такой шортс у себя, рилс, не очень меня поняли мой посыл, сейчас объясню. Люди, когда слушают новую вокалистку, они не понимают, они говорят, как-то стало очень как-то по-детски, может быть, звучать, или как-то не так. Дело, понимаете ли, тут не только в вокале. Тут суть в том, что Эмили девушка, ей нужна другая тональность, да, то есть вернее, если была бы какая-то другая девушка, допустим, с более низким голосом, тональность осталась бы как у Честера. Эмили девушка с более высоким голосом. Слышно, какие высокие она ноты берет. Сейчас мы это с вами тоже разберем. Ей нужна другая тональность. Она просто не сможет нормально, адекватно звучать в песнях Честера. Да, и я думаю, что это можно заметить. Я смотрела как-то отрывки каких-то старых песен, как она пела. Мы тоже с вами, кстати, в другом видео обсудим старые треки. Она будет звучать по-другому. Но что касается вот структуры того, как она работает точно так же. Я не вижу здесь ничего противоречащего, да, то есть мне песня нравится. В принципе, можно готовиться к тому, что группа будет звучать немножко полегче, чем какая-нибудь там Метеора или вот там самые там тяжелые какие-то альбомы, в том числе и потому, что гитарная вот эта вся история, она не будет так низко звучать, она будет выше, да, но в целом меня как бы это не смущает. Давайте немножечко углубимся в музыкальную вот эту вот историю, в вокальную историю Эмили. Сейчас немножечко промотаем. То есть здесь сразу, что мы можем с вами сказать? Когда мне пишут в Инстаграме, что Эмили какая-то хриплая женщина, где вот здесь только что был хриплый голос? Нигде. Она абсолютно чисто спела «Going around like a revolver», да? Абсолютно чисто, абсолютно красиво. Единственное, она умеет расщеплять. Going around like a revolver, да, подгрузила чуть-чуть. Абсолютно звонкий, красивый, затвангованный, тонкий звук, тонкий не в плане смыкания, а в плане звучания, да, такой звенящий металлический звук. О какой хриплой женщине может идти речь? Да, то есть есть какие-то более грубые расщепчики, да, такие вот более, может быть, слегка продутые, более драйвовые, такие более гранжевые, да, то есть у нее есть вот этот вот диапазон работы расщеплением, да, то есть она не однобока в этом плане. У нее прикольное тоже произношение. Кстати, Честер тоже такой историей пользовался. Pulling me in. Не pulling me in, да. Pulling me in, а pulling me in. И у нее постоянно йодельность такая есть. Я не знаю, этих ли петухов имели в виду комментаторы, когда говорили, что она ловит петуха на каждом шагу. Я вот, когда пробегалась по лайву, я
по стриму, да, который лайвстрим это был, абсолютно живой звук, где, я думаю, даже, естественно, когда это лайвстрим, не выводится все так гениально, идеально в YouTube. Я там что-то только пару моментов абсолютно каких-то случайных услышала. Никаких петухов там прям на каждом шагу я не слышала. Это был необработанный звук. Какая-то погрешность тональная в абсолютно живом моменте. Меня ничего не смутило. Но есть вот этот элемент йодельности такой, да, то есть она сбрасывает окончание. Pulling me in, under my skin. Это популярный прием. Это когда вы идете белтом, и потом вместе с выдохом даете просто какой-то звук. В Cranberries можете самый простой, самый дурацкий пример, да, я вам приведу. Я извиняюсь, постоянно трогаю наушник, у меня в этом ухе не подходит, ни одни амбишуры не подходят мне на правое ухо, постоянно все вылетает во всех видео, я вот так вот все время сижу, извиняюсь, я уже 3 раза поменяла, но все равно ничего не помогает. И даже почему-то заливные вылетают, то есть даже если залить внутрь, все равно вылетает, не знаю почему. Давайте продолжим. Здесь она, конечно, эмоциональна, но ошибок здесь нет, да? Let you cut me open, let you cut. Она просто сделала вот такие акценты. Достаточно высокая история, но, видите, она у нее звучит достаточно естественно, то есть ей эта нота удобно, невысоко. И что там, гортань подняла, заузила, зафраила, и все. Абсолютная техника Честера, друзья, такая же история, просто выше на пару тонов. Да, gave up то же самое. Gave up who? Gave up who I am? Gave up who I am? И вот эти вот... Сейчас у меня был показательный момент тоже, да, когда при такой технике слегка может скакать тон при, допустим, чуть-чуть более сильном сжатии или недожатии. Но это не считается типа как петух или еще что-то, да. Give up who I am! Не знаю, друзья, мне все нравится. Очень красивый, очень американский такой у нее тембр. Вот этот момент, не знаю, мне Paramore даже чуть-чуть напоминает тембр. В хорошем смысле. Paramore очень классная группа. Да, вот здесь вот особенно вот этот вот подъемчик, слайд такой. Сейчас. То есть такое достаточно плотное ведение ноты. То есть слово part of, да, фразу, она поет part of. У нее придыхательная атака на П, потом идет П, вот такой небольшой йодль, и off она снимает part of. И иногда вот такие тоже йодли на окончаниях. То есть, прикольный у нее тембр. Круглые, более гласные. Видите, как у нее легко идут вот эти верха, да, то есть это ее такая природная тесситура. Я думаю, что новые песни Linkin Park, которые будут выходить в ноябре, альбом у них выходит в ноябре, я думаю, сейчас они постепенно еще какой-нибудь сингл выбросят, скорее всего, в октябре, скорее всего. Будет высокий вокал, девочки будут... Знаете, вот этот рилс? Пахнет работой. Чувствую, сейчас девочки будут приходить, говорить, вот,
хочу теперь петь Linkin Park. И раньше девочкам что мы делали? Мы на уроках с девочками поднимали, эти Bring Me The Horizon, Linkin Park, что там, Bad Omens, мы все девочкам поднимали, потому что неудобно именно вот этой техникой пользоваться на тесситуре более низкой. Вернее как, со временем становится удобно, но надо динамически очень сильно шарить, что делать, да, то есть там надо имитацию широкого звука. Извините, я не очень научно сейчас сказала, но тем не менее, я думаю, вы понимаете, да, то есть имитацию вот этого объема давать, от слова имитация, когда это больше на низких частотах, да, на низких для девушки частотах, давайте так, на средних. И этот объем, его вот вы задолбетесь его вот в такой концентрации ментальной постоянно находиться, поэтому проще, конечно же, поднять тональность или опустить тональность, просто чтобы вокалист думал, чтобы вокалист не думал, чтобы вокалисту было комфортно, потому что, конечно, это все можно и в оригинальной тональности сделать, особенно если вокалист уже прокачался, да, то есть какой-нибудь там вокалист, который там 1 годик, например, экстрим-вокалист, который там уже кричит хорошо, но тяжело будет, да, вот, особенно если это вокал чистый, тоже есть вопросы, да, то есть здесь именно с такой техникой должна быть хорошая совместимость с чистым вокалом, хороший контроль чистого вокала в том числе, то есть петь песни Linkin Park никогда нельзя было человеку, который... Не то, что нельзя, можно. Никогда полноценно не будет петь человек, который не вокалист, да, у которого нет вот этой вот вокальной части истории. То есть если там, например, там нет никаких нот, какой смысл петь Linkin Park? Да? То есть если надо потихонечку входить вот в эти все мелодии, потом уже петь Linkin Park. Что интересно, смотрите, как плотно, практически местами Белтова она берет эти верха. Сейчас. Gave up. Gave up who I am. Gave up who I am. Вот это очень открытое, да, очень яркое. Очень красиво, очень уверенно, легко звучит. Я не понимаю, откуда вот эти комментарии про напряжение и крик. I don't understand the topic, sorry. Вот сейчас как красиво перекрыла. Как красиво перекрыла. Следующую фразу. Вот здесь. И я не слышу, чтобы там были какие-то вокальные плейбеки, если честно. И это, кстати, тоже момент. У них местами лайв был слишком живой, который они выпустили. Там есть какие-то плейбэчки, но настолько... Они все там сами эти бэки поют, вчетвером стоит кто там у нее микрофон, у Майка микрофон, у гитариста микрофон, или у басиста микрофон, у кого-то из них. Они там вот эти голоса все строят. И, если честно, на мой взгляд, может быть, кстати, эти плейбеки просто не вывелись в трансляцию, я не знаю. Но как будто бы не уплотняется ничем ее вокал. Просто и вот этот вот эффект какой-то сырости, да, вот иногда вот люди ожидают сведенку. Вот сейчас они начали постить по отдельности, да, такие вот маленькие видосики. Вот там звук, скорее всего, будет чуть получше. Они там нарезали, подсвели, какие-то немножечко скомпрессировали там и так далее. Там будет звучать это получше. Но в моменте как будто бы казалось, что ну вот прям слишком живое выступление. Сделайте какое-то уплотнение, я не знаю. Очень красиво вот здесь и вот этот момент, да, который я сейчас показала, очень красиво она перегрузила. Ноту при этом очень слышно, да, то есть у нее вот этот вот есть элемент, что она может ноту показывать чуть больше, ноту показывать чуть меньше. Да, косяки возможны. Ну, покажите мне какое-нибудь выступление без косяков. Не сведенная. Не, есть, конечно, плейбеки, да. Слышно. Но не совсем там, где можно тоже добавить. Друзья,
Девчонка супер. Красивая, высокая, с голосом, высокий классный голос, альтернативка ей прям вообще хорошо заходит. Да, она такая немножечко гранж, она такая немножечко Дрю Берримор в молодости, да, такая. Но, блин, мне очень нравится, что сейчас, я не знаю, как будет дальше, она такая немножечко вот, она так выглядит так улично, да, чуть-чуть, не продвигается ее вот это вот все пока что, да, типа вот нету какой-то сексуализации, да. Поверьте мне, это было бы более странно, если бы сейчас она вышла в каком-нибудь кроп-топе с титьками наружу, вот это бы меня на самом деле намного бы больше удивило в негативную сторону. Сейчас как бы все даже слишком все ровно, да, и я вижу по этим выступлениям, да, то есть выступления достаточно сдержанные, народу там, они запустили немного на эту презентацию, музыканты ведут себя сдержанно, и я могу сказать, что музыканты давно не играли вместе, музыканты сбивались иногда тоже, если вы внимательно посмотрите, как иногда плейбеки, бэкграунд расходится с барабанами периодически в начале концерта, такое тоже было, обратите внимание. Они как будто бы, знаете, так немножечко сейчас все на ощупь чуть-чуть, да, то есть они как будто бы вот, знаете, на коньках давно не катались, и теперь вот кататься умеют, но надо вот немножечко, да, после перерыва восстановиться. Друзья, я абсолютно в восторге. Не знаю почему. Вроде ничего такого супер особенного, но мои ожидания вообще никак не пострадали. Да, какие-то песни, конечно, ей будут старые даваться хуже. Безусловно, это нормально. Какие-то будут гениально звучать. Я даже хочу из них одну разобрать с вами в следующем видео. Но я уверена, что ее полюбят. Я не знаю почему, у меня какая-то полная уверенность, что люди к ней привыкнут, и реальные фанаты, кто действительно любит группу, а не кто просто любит орать, они поймут, все примут, и, не знаю, будет все хорошо. Потому что, ребята, вспомните, перед уходом Честера, какие были ужасные хейтерские вот эти гоны на их последний вот этот попсовый альбом. Просто потому что, группа экспериментировала, а хейт был такой лютый. И вот эти вот стикеры ВК, там, которые тоже там были какие-то официальные, все такие, да что это за хрень, типа, да что за жесть. Да, группа реформируется, группа трансформируется, группа обновляет аудиторию. Пытается омолаживать аудиторию, да, это ок. И группе надо пробовать, да, то есть, да, они попробуют так, они попробуют так. Но вспомните, как сейчас хейтят Эмили, как сейчас хейтят Линкин Парк, и говорят, что она не имеет права петь старые песни, она не имеет песни Честера петь, как будто группа Линкин Парк — это группа исключительно Честера. Честера тоже взяли туда чуть ли не последним, как бы, да, когда уже группа существовала как-то, да, когда нужен был вокалист нормальный, да, какой-то, когда уже идеи были какие-то музыкальные. Вот, то есть Линкин Парк как проект задумывался чуть раньше, да, появления Честера. Безусловно, тексты Честера очень красивые, очень проникновенные, грустные и так далее, да, какие-то вот личные. Но Линкин Парк, вот знаете, я тоже читала комментарии, типа, это как Майкл Джексон без Майкла Джексона. Это как, кто там, Нирвана без Курта Кобейна. Да блин, Курт Кобейн основал Нирвану. Честер Беннингтон не основал Линкин Парк. Его безусловное лицо, и он всегда им останется. Но его никто из группы не выгнал. В общем, с ним, к сожалению, случилась такая история. И мне кажется, что если бы он видел все это, я думаю, что он бы не стал противиться происходящему. Да? У Эмили какой-то вот такой тоже немножечко с надрывом голос, да, то есть какая-то меланхолия есть в ее звуке, в ее глазах есть тоже какая-то вот такая слегка вот какой-то heartbroken girl такая немножечко, да, то есть она такая чуть-чуть гранж, чуть
Erin Chic такая, знаете. При этом как-то она так хорошо в альтернативку тоже вписывается, да, визуально. Она не малолетка, короче, да, тоже какая-то не зумерша. Вот, то есть она как бы постарше дама. И у нее какой-то вот опыт есть за плечами. И плюс, как ребята говорят, что они с 2019 года записывались с ней и пробовали что-то именно с ней. Просто они до конца не понимали, что это будет. Они до конца не понимали, будет ли Эмили просто периодически с ними какие-то песни петь, и, может быть, еще кто-то кроме нее, да, как говорит группа. Просто в какой-то момент ребята, когда вот другие остальные услышали тоже ее вокал, у них это как-то как единое решение пришло. И я вижу, что очень многие пишут, что можно было бы кого-то другого взять, там другая девчонка тоже, Бо. Я не понимаю, пробовалась или нет, надо уточнить эту инфу, но не суть. Друзья, там большой блок в интервью посвящен тому, как они отбирают людей в группу, и что в первую очередь в группе люди должны ментально сойтись, особенно в группах такого масштаба, в которых подразумевается огромное количество времени совместного времяпровождения. Эми они знали давно, как будто у них даже и сомнений не было, что вот она подходит, и у них как-то такой единый сложился. То есть если все участники группы «за», значит, они видят в этом смысл, да, и, конечно, можно их судить и переставать слушать, но я почему-то уверена, что это какой-то временный хейт. Сейчас выйдет альбом, и у них будет какое-то вторая волна популярности, чего я очень хочу, потому что я смотрю, как они улыбаются, я смотрю на них, на их интервью. Я вижу это искреннее воодушевление. Я вижу, что это не так, чтобы, знаете, типа чё с бабла. Безусловно, это тоже окей, и ничего нет плохого в чёсе бабла. Вот серьезно. Но это такой смелый шаг взять девочку. Это такой смелый шаг поменять аранжировку, поменять тональность, да. Это такой смелый шаг вообще выпустить новый альбом, а не с этими каверами ездить, да. То есть именно пойти дальше. То есть это уже не совсем история чисто про деньги, да. Это история про «а давай попробуем», да. История про take a chance, история про, не знаю, как-то вот про новую главу какую-то. 7 лет прошло. 7 лет — это очень много. Это не год, не 2, не 3. Это 7. Это почти декада, да. И, короче, я очень рада тому, что я вижу. И даже если я крайне позитивно отношусь к происходящему. Друзья, напишите, пожалуйста, как вам понравилось или нет Эмили, понравилась ли вам новая песня The Emptiness Machine. Слушаете ли вы Linkin Park? Вообще, напишите свое мнение. Я очень люблю ваши комментарии читать. Вы у меня очень любите большие комменты писать. Это я прям обожаю. И подписывайтесь обязательно на меня в соцсетях. Обязательно в Телеграме подписывайтесь. У нас там всегда классные обсуждения. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.